упор лежа. 30 անգամ։ Չեն կարողանալու։ Новость о включении в команду партии «Сильная Армения» в качестве эксперта по безопасности бывшего командующего силами ПВО Израиля, бригадного генерала Цвика Хаймовича, ожидаемо вызвала сильный общественный резонанс. На презентации программы безопасности «Сильный мир» Хаймович отметил: «Мы встречаем все вызовы лицом к лицу и отвечаем на них инновациями. Несколько месяцев назад я познакомился с этой сильной командой и, увидев ее потенциал и амбиции, сразу же согласился присоединиться». По его словам, геополитическая ситуация полна вызовов, быстро меняется, а регион остается взрывоопасным. Но мы должны противостоять вызовам работой и решениями. Программа национальной безопасности, компас и руководство в наших решениях для укрепления ВС. Я более 30 лет служил в армии и знаю, что значит защищать свой народ и защищать свою землю. Сегодня много вызовов и угроз, но мы знаем, что делать и каким должны быть ВС. Что делать, чтобы ВС Армении были как можно сильнее, отметил генерал. Национальная безопасность требует сильного лидерства и принятия верных решений. Сильная защита заставляет врагов сдерживаться. Единственный способ выжить – это быть сильным, подытожил Хаймович. Если отбросить риторику, сказанные Хаймовичем стандартные вещи: надо быть сильными, нужна стратегия, армия должна быть эффективной. Ни слова про Иран, Азербайджан или Турцию, очевидное сознательное избегание конкретной геополитики. Тем не менее, сам факт привлечения бывшего израильского генерала в команду Карапетяна предсказуемо вызвал крайне негативную реакцию армянской общественности. Новость быстро разошлась по медиа и соцсетям, вызвав волну критики, от недоумения до откровенного отторжения. Причем речь идет не о маргинальной реакции, а о вполне репрезентативном срезе общественного настроения. Если смотреть без эмоций, базовый факт остается таким: в команду по вопросам безопасности был представлен профессионал с более чем 30-летним опытом службы. Его публичные заявления при этом нейтральные и стандартные для военного эксперта. Но именно здесь возникает ключевой парадокс. Содержание оказалось вторичным, а решающим фактором стало происхождение эксперта. В текущей региональной ситуации безопасность для Армении не абстрактная категория, а вопрос выживания. В этом контексте любое решение оценивается через призму геополитических связей. Израиль воспринимается как государство с тесными военно-техническими связями с Азербайджаном. Следовательно, приглашение израильского генерала автоматически вызвало у части общества ощущение конфликта интересов, независимо от реальных функций и полномочий Хаймовича. Здесь срабатывает простая логика. Не что он говорит, а кто он и откуда. Отметим, что, по некоторым данным, партия Самвела Карапетяна хочет создать армянскую версию «Железного купола», которым в свое время управлял Хаймович. Важно уточнить, что Хаймович не является разработчиком системы «Железный купол». Его роль была оперативной и военной. Как командующий силами ПВО Израиля, он руководил использованием и боевым применением системы, занимался интеграцией ее в оборонную архитектуру и совершенствованием тактики. Созданием технологии занималась израильская оборонная компания «Рафаэль» совместно с другими структурами ВПК. Любые публикации о прямой связи генерала с поставками оружия Азербайджану формально являются манипуляцией. Поставки решаются государством, а не отдельным военным. Однако сама возможность такой интерпретации уже демонстрирует уязвимость исходного шага. Как отметил доктор политических наук и военный историк Армен Айвазян, не знаешь, плакать или смеяться, да уж лучше сразу наймите азербайджанского или турецкого советника, возможно, он даже даст более полезные советы о том, как строить военную безопасность Республики Армения. Неужели нет никого, кто понял бы простую вещь?
Сколько бы вы ни платили израильскому военному, союзнику Азербайджана и заклятому врагу нашего фактического союзника Ирана, он будет действовать в рамках государственных интересов Израиля и выполнять указания Моссада, подытожил Армен Айвазян. Многие сограждане отреагировали аналогично. При этом наиболее чувствительной оказалась аудитория, на голоса которой рассчитывает команда Карапетяна. Избиратели, ориентированные на национальные интересы, скептически настроенные к внешнему влиянию и чувствительные к вопросам безопасности. С точки зрения нашей команды сотрудничества с израильским генералом, который может воссоздать железный купол для Армении, это весьма круто. Однако с точки зрения выборов в Армении это, мягко говоря, минус для партии Карапетяна. Внутри страны ко всему, что связано с Израилем, относятся скептически из-за военных поставок в Баку. Причем, если вмешательство Турции в войну 2020 года в Карабахе было не столь решающим, то поставки израильского вооружения сыграли ключевую роль в победе Азербайджана. Удар пришелся не на периферию, а по ядру потенциального электората партии. История с израильским генералом – это не столько про внешнюю политику, сколько про политическую интуицию. Самое тревожное – реакция разочарованных сограждан в духе «все одинаковые». Это уже не только про Карапетяна, а про обрушение доверия ко всей политической системе. И это, пожалуй, худшее, что может случиться для оппозиции перед выборами. Протестный избиратель не мобилизуется, а просто скажет «ну их всех», что в конечном счете играет на руку действующей власти. Совершать подобные недальновидные шаги и допускать предсказуемо негативные последствия особенно опасно накануне судьбоносных выборов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с серией публичных заявлений, в которых обозначил свою позицию по вопросам мирного соглашения с Азербайджаном, роли оппозиции, декларации независимости и угроз национальной безопасности. По его словам, политические силы, которые на словах не отказываются от мира, но заявляют о намерении пересмотреть достигнутые договоренности в случае прихода к власти, фактически ведут страну к войне. Пашинян подчеркнул, что война – это не только потеря территорий, но и утрата суверенитета Армении. В этом контексте он заявил, что любые разговоры о пересмотре мирного соглашения с Азербайджаном или о принуждении к миру силовыми методами неизбежно открывают дверь к новому военному конфликту. По его оценке, именно такую политику сегодня продвигают силы, возглавляемые Робертом Кочаряном, Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Глава правительства заявил, что между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир, и нынешняя власть намертво закрыла дверь войне. Попытки пересмотра этого курса он охарактеризовал как судьбоносную угрозу безопасности государства. По его словам, речь идет об историческом перекрестке, выборе между повесткой развития и возвратом к повестке выживания, которая в прошлом неизменно приводила к эскалациям, потерям и массовой эмиграции. Отдельное внимание премьер уделил теме так называемых «гарантов безопасности». Он напомнил, что у Армении уже был гарант, чьи обязательства были четко зафиксированы де-юре, однако этот механизм не сработал. По его словам, риторика оппозиции о гарантиях и безопасности извне фактически открывает дверь для внешнего военного присутствия в виде миротворцев, последствия которого страна уже наблюдала на собственном опыте. Пашинян подчеркнул, что мир был достигнут только потому, что Армения опиралась на собственные силы, а не на внешние гарантии. В этом же контексте премьер заявил, что разговоры о пересмотре мира ведут не просто к риску, а к неизбежности войны. Он отметил, что силы, выступающие с подобными инициативами, по сути действуют как эмиссары чужих государств, толкая Армению из эпохи развития обратно в эпоху выживания. Коснувшись темы Декларации независимости и Конституции, Пашинян заявил, что это исключительно внутренний вопрос Армении и часть ее внутренней повестки. По его словам, корректное позиционирование страны в международной среде требует переосмысления этих документов.
Он охарактеризовал Декларацию независимости как «декларацию конфликта», которая в итоге привела к Декларации зависимости, и заявил о намерении в ближайшее время представить текстовый анализ, подтверждающий этот тезис. Подводя итог, премьер-министр заявил, что выбор, стоящий перед Арменией, предельно ясен. Либо сохранение достигнутого мира и движение по пути развития, либо открытие дверей для новой войны со всеми вытекающими последствиями для суверенитета, безопасности и будущего страны. Параллельно стало известно, что обвиняемому Самвелу Карапетяну было разрешено опубликовать видеообращение в Facebook. Разрешение на публикацию видео было выдано в установленном порядке. На внешнеполитическом контуре, несмотря на заявленный прогресс, сохраняются серьезные препятствия на пути к окончательному заключению мирного соглашения между Ереваном и Баку. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает настаивать на внесении изменений в Конституцию Армении. Реализация такого требования предполагает проведение референдума, исход которого не может быть заранее гарантирован. Эта оценка отражена и в докладе разведывательного сообщества США за 2026 год, где подчеркивается, что именно конституционный вопрос остается одним из ключевых факторов неопределенности в процессе достижения окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. В совокупности заявления армянского премьера и внешние оценки указывают на то, что, несмотря на достигнутый мир, регион остается в зоне повышенной политической напряженности и рисков в сфере безопасности, а любые попытки ревизии текущего баланса могут иметь необратимые последствия для будущего страны. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Южного Кавказа.